Людмила, какие ваши рекомендации по приему препаратов ТФ при лимфоме диффузной форме Б крупноклеточного типа в стадии ремиссии после химиотерапии, лучевой терапии? Можно ли производить очищение организма? Любое онкологическое заболевание есть следствием сбоя обмена веществ, и самые простые способы, ну, нет, не бывает простых способов лечения онкологического заболевания, но существуют способы, которые достоверно помогают. Один из способов это прием препарата битулин. Битулин и его производные битулиновая кислота являются мощными препаратами, которые восстанавливают функции организма, имеют мощнейший выраженный противоопухолевый эффект. Я в свое время хотел покупать битулин на территории Китая, его здесь расфасовывать в Украине и продавать. Когда мы привезли битулиновую кислоту и битулин с территории Китая, оказалось, что данный препарат является обычным экстрактом коры березы и к битулину никакого отношения не имеет. И после чего решили найти все-таки битулин как вещество на территории постсоветского пространства. Наши поиски не увенчались успехом, так как битулин никто не производит, а тот битулин, который производит, является просто экстрактом коры березы и не является веществом битулин. Поэтому нам пришлось самостоятельно изготавливать битулин вещество, и в данный момент мы торгуем веществом битулин 76,3, по-моему, %. В одной капсуле находится 500 миллиграммов, поэтому очень рекомендую принимать данный препарат при онкологическом заболевании. Рекомендую принимать 3000 миллиграммов в день, то есть это 6 таблеток в день. Является мощнейшим онкопротектором, является онкоподавляющим веществом, противоопухолевым и так далее. В дальнейшем мы еще выпустим битулиновую кислоту, ожидаем выпуск битулиновой кислоты со дня на день. Вернее, мы ее уже изготовили, сейчас проходят аттестацию и легализацию, получение сертификатов и всего остального. По поводу онкологических заболеваний я всегда считал и считаю, что полное описание онкологических заболеваний мы можем найти, рассматривая цикл Кребса. То есть клеточная система катаболизма и метаболизма, обмена веществ в клетке является знанием того, каким образом или что происходит в момент появления опухолевидных новообразований в человеческом организме. Не напрасно процесс перехода или процесс окисления, процесс формирования пируват-киназы, процесс расщепления молочной кислоты, он виден всегда в некоторых показателях крови, допустим, показатель пируват-киназы, который растет у онкологически больных людей, тем самым говорится о том, что это все связано с появлением процессов неделения, вернее появления опухолевидных новообразований, является одним из параметров для постановки диагноза. И, конечно же, основой всего является накопление молочной кислоты в организме человека. Второй принцип — это накопление свободных радикалов, которые возникают при окислительном процессе, который происходит путем ацетилирования, то есть через дыхание, и путем метилирования через пищеварение. И вот такие процессы, они приводят к тому, что происходит расщепление аминокислот, усвоение белка, усвоение элементов, и в этом случае появляется молочная кислота, которая накапливается, либо появляются свободные радикалы, и здесь два пути. Первый путь — это выведение или ускорение процесса выведения из организма вот этих свободных радикалов, или перенакопление углекислого газа, или перенакопление молочной кислоты путем увеличения дыхательных циклов. В этом помогут мои дыхательные циклы, о которых я рассказывал в прошлом видео. Это просто активное дыхание с раскачиванием диафрагмы по методу Патрула-Далкара. Как это делать? Обязательно перейдите на мой канал «Тибетская формула. Спасительные рецепты» в YouTube или на мой канал Андрей Дуйко в YouTube. Найдите дыхание по методу Патрула-Далкара и
внимательно посмотрите мой мастер-класс или мои видео, где я показываю, рассказываю, каким образом необходимо производить вот такие циклы дыхательные или дыхательные упражнения. Смысл их заключается в том, чтобы увеличить процесс выделения, ускорить процесс окисления и метаболизма. Второе — это использование моего препарата цистин, который убирает свободные радикалы из организма. Это применение препарата цистин по 2 таблетки 3 раза в день. И применение препарата битулин. Буквально по 6 таблеток на протяжении дня, на протяжении хотя бы 2-3 месяцев. Если хорошие результаты, да, после химиотерапии проведенной, в большинстве случаев применение препарата привело к тому, что у человека не появляется вторичного метастазирования и, в общем, очень хорошие результаты.